Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина, и я очень рада видеть вас на своем канале «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим вкуснейший открытый вишневый пирог из кукурузной и рисовой муки. Недавно у меня на канале вышло видео бездрожжевой кулич-кекс на кукурузной муке, которое очень вам понравилось. В комментариях многие из вас спрашивали, какую муку я использовала и что еще можно из нее приготовить. В этом видео хочу показать вам один замечательный рецепт и ответить на все ваши вопросы. Итак, приступим. Для начала подготовим начинку. В небольшую кастрюлю или сотейник высыпаем вишню без косточек. Использовать можно как свежую, так и замороженную. Туда же выливаем любой крепкий ароматный алкоголь. Виски, ром или коньяк. У меня ром. Высыпаем сахар. Я использую коричневый, но можно взять и обычный. Устанавливаем кастрюлю на плиту. На среднем огне доводим до кипения. Убавляем огонь и кипятим вишню в этом ароматном сиропе 5-10 минут. Сразу скажу, пусть добавление крепкого алкоголя вас не смущает. На этом этапе весь спирт выпарится и останется только вкус и аромат. В крайнем случае замените алкоголь на фруктовый сироп или сок. Затем всыпаем кукурузный крахмал, но можно использовать и картофельный. Постоянно помешивая, завариваем вишневую начинку. Как только она загустеет, снимаем кастрюлю с плиты. Вот такая вишневая начинка у нас получилась. Пока отставим ее в сторону и займемся приготовлением теста. В миску выливаем йогурт, но можно использовать любой кисломолочный продукт. Туда же высыпаем сахарную пудру, добавляем ванилин или ванильный сахар, несколько капель миндальной эссенции. Если у вас такой нет, ничем заменять не надо. И щепотку соли. Продукты взбиваем миксером до полного растворения пудры. Вместо пудры можете использовать обычный сахар, но взбивать придется чуть дольше, пока сахар полностью растворится. Затем добавляем яйца и хорошо взбиваем. Далее вливаем в миску растительное масло и сок лимона или лайма. Еще немного взбиваем до однородной массы. Отдельно в чашу большего размера высыпаем рисовую муку, кукурузную муку и разрыхлитель. Сухую смесь хорошо перемешиваем и обязательно просеиваем. Теперь отвечу на ваши вопросы по поводу муки. Я готовлю на муке кудесница, у которой очень мелкий помол, идеально подходящий для приготовления любых кондитерских изделий. Как вы можете заметить, после просеивания в сите ничего не осталось. Добавляем цедру лимона или лайма и еще раз все взбиваем миксером до получения однородного теста. Вот такое довольно жидкое оно должно получиться. По консистенции больше похожее на манную кашу. Начинка и тесто подготовлены. Выпекать пирог я буду в металлической форме размером 20 на 30 сантиметров, которую желательно выстелить пергаментной бумагой. Выливаем тесто в форму и равномерно его распределяем. Поверх теста выкладываем вишневую начинку вместе с сиропом. Пусть вас не пугает довольно жидкая начинка, так и должно быть. Отправляем форму в заранее разогретую духовку на 50 минут и выпекаем при температуре 175 градусов на режиме вверх плюс низ. А пока пирог выпекается, хочу добавить, что помимо кукурузной и рисовой муки, торговая марка «Кудесница» производит и другие виды муки, такие как гречневая, ржаная, овсяная. Используя муку разных злаков, вы можете разнообразить свой рацион с пользой для здоровья. А тем временем ароматный вишневый сироп пропитал пирог и отлично загустел. Спустя 50 минут проверяем готовность на деревянную шпажку и достаем пирог из духовки.
Вот такой чудесный фруктовый пирог у нас получился. Даем ему немного остыть, извлекаем из формы и подаем к столу. Готовить это лакомство можно в любое время года, как из свежей, так и из замороженной вишни. Результат всегда будет отличный. Этот вкусный вишневый пирог просто тает во рту. Кисло-сладкие ягоды придают пирогу удивительную сочность и прекрасно дополняют нежное рассыпчатое тесто. Пекут такие пироги как в духовке, так и в мультиварке. Рекомендую приготовить и попробовать. Желаю всем приятного чаепития. Если вам понравился этот пирог, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлисты «Пироги», а также сладкая и несладкая выпечка. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.